Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И сегодня у нас как бы два момента. Первый — это у нас идет распродажа в магазине. Кто еще почему-то не в курсе, сейчас голдовые корабли 50% скидка, если вам что-то нужно. То есть там, линкор вы хотите голдовый, там Миссури и этот самый Массачусетс вам понадобился. Или же какие-то вот из авиков, да, даже Бахия сейчас идет со скидкой. То есть, пока есть возможность, можете купить дешевле на 50%. Вот такие пироги. Теперь переходим ко второму моменту. И вторым моментом у нас сегодня является гость сегодняшний, и это линкор Миссури ББ-63. Продается он за золото, стоит 16, если не ошибаюсь, тысяч. Сейчас я его по скидке взял за полцены. И начнем, как всегда, с ТТХ кораблика. Вот они перед вами, 572 тысячи ХП, много. 22 узла скорость, вранье 19. Маневренность примерно как у Нахимова. Радиус обзора, заметность воздуха, ну, это уже вы можете посмотреть сами, и это не особо как бы значимые вещи, потому что видят вас все, видят вас всегда, и вот это вот все. Далее, что у нас тут? Ремка, ловушки для ракет, пополнение боеприпасов, как всегда, зато есть рэб. Можно снижать урон на 15%. Не пользуюсь, не знаю почему, не спрашивайте. Вот. Дальше переходим к вооружениям. Ракеты у нас 2+1. Ну, 3 штуки как бы. И есть они, хрен бы с ними. Толку от них мало. Единственное, что сюда можно поставить, это свармеры. Они идут в комплекте, если у вас своих нету. Ну, а если у вас есть свои, или у вас есть сумки, например, можете сумки поставить. Неважно. Главное, чтобы это были ракеты-торпеды. Если вы поставите что-то другое, любая подлодка, которая вам встретится, будет радостно облизываться. А вы доставайте платочек, чтобы вытирать слезы. Потому что больше вам стукнуть подлодку абсолютно нечем. Ну, если, конечно, она не всплывет, но это уж какая-то совсем странная подлодка. Убедитесь в таком случае, что вы зашли в онлайн-бой, а не в офлайн. Потому что боты, они любят воевать в надводном положении. Далее, артиллерия. Основное вооружение корабля у нас артиллерия. Марк 7, 406 мм. Прям охренеть не встать. 13 тысяч урона. Перезарядка у нас 12. 12,6 секунды. Да? Серьезно. Офигеть. И выстрелов за атаку 3. Самих пушек тоже 3. То есть считать это все вместе мы не будем. Мы просто сейчас запрыгнем в тренировочную комнату и просто это посмотрим. Дальше ПМК. Противоминный калибр. Это у нас ГК главный калибр. Это у нас ПМК. Противоминный калибр, урон 212,5. Что? И 5 десятых. Отлично. Скорострельность. Перезарядка 4,5. Ну, перезарядка плюс-минус. Дальность 10 километров. На 10 километров вряд ли вы будете стрелять. У них чем дальше, тем траектория становится выше, 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 выше. И сами понимаете. Далее. Типа как бы ПВО. Бафорс 40-миллиметровые бафорсы у нас тут стоят. Довольно известное оружие Второй мировой, Великой Отечественной. Ну, это скорее Вторая мировая, да. Хотя, ладно, это полемика. Урон 715, скорострельность, перезарядка 2,8. Вот перезарядка у нее действительно забавная, вот этой вот штуковины. Она как бы вся сведена в одну, две их у вас установки, но они стреляют как бы как одна. И вот перезарядка 2,8 это самое прикольное. Все остальное полный трэш, кал, хлам. Попасть по самолетам это только если повезет. Или самолеты очень тупые и летят прямо вот на вас, или прямо от вас. Но лучше, если на вас. Вертолет по вкусу. Гнезд ПВО у вас всего 4 штуки. Это мало. Я воткнул жеринги, потому что они гибридные. Да, то есть ставить чисто ракетные или чисто пушечные. Ну, чисто пушечные, по-моему, вообще никто не ставит. А вот чисто ракетные ставить 4 штуки я посчитал, что не очень.
Лучше все-таки пусть будет гибрид. Теперь давайте прыгнем ненадолго в тренировочную комнату, посмотрим, как он стреляет. Итак, цель у нас Ямато. Будем стрелять точно и прицельно. Главный калибр. 123 тысячи. С перезарядкой в 12 с копейками секунд. ПМК. 53 тысячи. Ну и бафорсы наши дают аж целых самых 8 тысяч. Но зато можно из них прям развлекаться. Ракеты тестировать не вижу смысла. Теперь посмотрим, сколько будет у нас полный бортовой зал. Огонь. 191 тысяча с критами, как видите. Да, в среднем получается где-то 180-185. Я так смотрел. Вот, то есть, как бы мало. То есть меньше 200 тысяч. Для сравнения давайте глянем на Ямато. Итак, полный бортовой с Ямато. 247 тысяч. То есть, ну, почти 250. В общем, как видите, альфы не хватает. ДПМа не хватает. ПВО не хватает. Противолодочной обороны не хватает. И давайте уже посмотрим, наверное, бои. Погнали. Экс, ну, курятники, подлодки. Замечательно. Миссури, Монтана. Них что? Массачусетс. Интересно. У нас Монтана есть. Она должна тащить. А я не должен. А еще есть курятник. Но он, походу, вообще не соображает, что происходит. Личные пушки просто великолепно косят авиацию просто пачками. Пушки прям косят авиацию. Немножко перекинуло, да. Ну, нет, так это не будет работать. А это что? Вот что ли? Нет, вроде все живые. А куда он прется-то? Он сейчас подлодка съест, ну. О! Смотри, что нашел. Курятник. Блин, потерял. До курятника по траектории, по идее, могло и долететь. О, курятник исчез. Да, конечно, давай. Давай, плеер, вперед, ты можешь, я в тебя верю. Вот это вот все. Только как хрена вы прете налево, если вам курятник показал, что противник пошел направо. Что вы там такие хотите найти слева? Можно поинтересоваться у вас немного? Сейчас они здесь как повыпрыгивают, как повыскакивают. О-о-о-о-о. Ну, я успею отойти? Это главный вопрос. Они вообще через центр куда-то пошли, им хорошо. Ну, курятник у нас, в принципе, в F2. Через этот фланг они до него не доберутся. Их осталось уже трое. Потому что у них один балбес слился, а во-вторых, они нашли курятника. Идите в баню. Оп. Оп. И я сныкался. Я молодец. Я молодец. Тихо. Что у нас такой лютый подводник какой-то тут? Бдыщ! У них остается два Массачусетса, а в меня летят две торпеды, которые сейчас сделают мне одна торпеда. Ладно, хорошо. Одна больно не сделает.
А чё они так испугались? Чё вы испугались, ребят? Вы же на Массачусетсах. Увидали одного Миссурика и испугались. Монтан, погоди меня, я подкачу сейчас. Погоди меня. Чё испугались-то, я не понимаю. Подлодку вперед себя опустили. Ну, подлодка там тоже феноменальная. В надводном положении вылезает. Сейчас он всех покарает. Нет, не покараешь. Ну, сейчас Монтана там им просто вообще лица поотрывает. Вообще в хлам набьет 2,5 миллиона урона за 2 залпа. Ну и чё? Так. И... нафиг. Мощь. Мощь. Ну, такая небольшая мощь. Небольшая мощь. На первом месте Монтана. Спорим? Спорим. Монтана выдала, да. Ну, она Монтана. Что, давайте поставим лайк. Это же Монтана. Я говорил, он сейчас просто 2 миллиона за один залп выдаст, как нефиг делать. Он и выдал. Ну, противник, конечно, здесь просто феноменален. Я не знаю. Сначала наши затупили, поперлись налево, когда видели, что противник пошел направо. Потом затупил противник. Если уж вы пошли направо и видите, что те пошли по левой стороне, значит, перед вами будет, ну, один корабль максимум. Они втроем выходят, видят один корабль. А? Чё? Выпускают вперед подлодку зачем-то. Ну ладно, хотя нет, подожди, 46 уровень подлодка. Ну вот эти низкие уровни, хорошо. Но вот эти два Массачусетса, это уже 40-50. Господи, прости, вы чё, ребята? Чё вы встали? Чё вы испугались? Как вы вообще оказались в такой ситуации странной? Что за логика была в ваших действиях, я не понимаю, если честно. Ну, Миссури, как бы вот опять же, стоя на месте, куда-то стреляет. Но лезть на нем куда-то не рекомендуется крайне. Так, ты дын. У них тоже есть линкор. У них Массачусетс. Тямух. Че это у них Массачусетс? Так, мне надо вот сюда, вот в этот проливчик метнуться. Быстро метнуться, чтобы прям вот... Вот. И дальше уже надо смотреть по обстановке. Пропускаем наших, пускай они туда скачут, я все равно успеваю. Успеваешь? Успеваю. Хорошо. Один у нас сюда полез. Это интересно. Так, кто-то там летит. Пусть летит. Я до него дотянусь. Это просто посмешище. Они вообще непонятно куда стреляют. Куда хотят, туда и стреляют. Но только не в цель. Так, 4,6 км, кстати. У нас кто-то куда-то ломится. Зачем-то. Не успеваю я кинуть в него торпеды. Жаль. Ну, ракеты торпеды, конечно же. Ой. Так, его замысел примерно мне понятен. Он хочет встать вот в этом вот месте. Да, вот он здесь хочет встать. И как дно последнее кидаться ракетками через свой этот вот островочек. Да, то есть это тупизнень просто на уровне, я не знаю даже кого. Конечно, ядерки, ёпты, ну кто ж мог подумать? Донышко на ядерках. Да. Да. Еще ядерки какие-то донатные, что ли, с быстрой перезарядкой. Ну и все понятно с тобой, да. Там ты будешь сидеть весь бой. Тихо. Да. Ракетки купил, мозгов не купил. Я же могу притормозить, гений. А потом снять твои ракеты нафиг, и ты пойдешь в баню. Тупой какой. Минус. А вторая вообще куда-то исчезла. Пушку. Хил. Я должен сейчас на хиле. Он сейчас будет этого, типа, торбить. А, он думает, что я все, я убежал. Обписился. Нет, чувак. Я сейчас вернусь и тебе валю еще раз.
Ага, и ядерки твои я сниму. Понимаешь? Руки есть руки. То, что ты там понакупил какой-то фигни, это тебя не делает крутым игроком. Ну куда вы лезете-то? Зачем подставляетесь, балбесы? 5 секунд до хила. Надо ждать, когда он загрится на этих двоих. Он загрится, скорее всего. Можно еще вот так сделать, попробовать. Блин, там кто-то еще есть. Тут я тупанул. Не зашло. Ну, что ты по 30 раз наводишься-то? Возвращаемся. Корабль. Корабль не это самое. Ну чё, плеер? Чё, плеер, будем делать-то? Давай. У тебя ж ядерки. Ты офигеть не встать весь из себя. Давай. Да. Жринги работайте. Сейчас он ядерки кинет, я их срежу. Так, у них -2, кстати, уже. Че он там сидит, бедолага? Все его идеи не оправдались. Стоять за островком, кидать ракетки никак, да? Даже в Миссури, которого защитка-то слабенькая. Даже в Миссури никак, да? Правда, я тоже здесь застрял из-за этого гения. Но я могу тоже ракетки покидать через холмик. А, нет, не могу. А надо откатываться назад и принимать здесь этого вот обходящего нас товарища. На ближней дистанции с заряженным хилом я могу пробовать выходить сюда и его... Пологий берег, мне это не нравится. Пологого берега он может просто встать и опять же кидать эти чертовы свои ракетки. Мне надо, чтобы, ну, на открытку вышел. Прощай, вертолет, кстати. Сдулся давно, но я сейчас только попрощаюсь. Ой-ой-ой-ой. А тут линкор. Что делать-то? А, ты же зумваль, да? У тебя нету этих самых. Иди в баню. У тебя нету граников, да? Это ты так уворачиваешься от чего-то? От чего? От чего ты уворачиваешься, чувак? Так, а торпеды откуда? Же явно не зумвальтовские. Зумвальта нет торпедов. Так, ну и остается у них линкор какой-то, который где-то. И вот этот вот плеер, который зачем-то сюда прилез теперь. Все еще хочет до меня добраться. До меня хочешь добраться, да? Давай. Только тут островков нет, за которые спрятаться. Тут в открытый бой придется идти. А у меня линкор, хоть и Миссури. Я могу и двинуть так, что... Ласты погнутся в 3 местах. Так, а если выскочить на них вот через здесь? А 2 нет, не выскочу, потому что... Потому что раньше засвечусь. Хил. Блин, у них хила нету. Последний хил вообще. Сейчас он меня засветит на рентген. Это будет очень фигово. Если бы не было рентгена, я бы мог выйти на отвлекшегося. Да, есть рентген. Хреново. Не было бы рентгена, я бы вышел на отвлекшегося и втащил бы ему. Кстати, 415 тысяч, я могу попробовать выйти на линкора. Более что, а я все равно еще свечусь, да? Держи. Допинайте, гада! Убежит! Убежит же! Уничтожение. Ну вот и все. А вот, в принципе, и все. Так, ну что? Глазгов. Ну, Глазгов прям 1 600 000. Прям выдал всем. Ну и... Висакхапатнам, слава богу, тут написано, можно прочитать. Прям выдал тоже. Вот красавец. Я обычно ставлю так, но вот тут как бы я поставлю человеку. Он прям выдал красавец. Вот руки из правильного места растут. Молодец, красавец. Что по бою? Так, ну, во-первых, здесь как раз-таки кораблик-то раскрывается в своей сути. Он сам по себе мало что может. Мало что может. Ему всегда нужно быть
в команде, в какой-то компании, с кем-то он должен работать. Сам по себе он сразу теряется. Он сразу теряется, он как линкор пол-лица снести не может. У него что-то как-то урон, ну, вот этот вот зал бортовой, он у него какой-то, ну, не хватает его. Не хватает. Если уж у него такая маленькая альфа, могли бы добавить ему этих самых ДПМов немножечко. То есть кулдауны там подрезать и так далее. Ему не хватает. Дуэль с плоером, ну, плоер читался очень быстро и просто. Это игрок, который вот типично стандартную точку залез и давай дристать ракетами через эту самую. И вот когда обдристывают ракетами Миссури, как видите, до него долетает. То есть что-то ПВО срезало, что-то мелкое. Но далеко не все. Причем у меня же ринги стоят, да, то есть это как бы, ну, интересное ПВО. А если что попроще будет, ну тогда считайте, что у вас вообще ПВО нет. У него почти нет ПВО. До него долетают ракеты. До другого корабля, будь я, не знаю, ну, варяг, ну ладно, варяг это, конечно, утрировано. Но, допустим, на Анчаре. Анчар бы срезал гораздо проще. Этот самый, как его звать, Кронштадт срезал бы все к чертям. Там вообще бы не пришлось ловушки включать. Он бы ядерки все посрезал. У него ПВО там мощное. Вот. То есть у него слабая защита. Это видно в бою было. С другой стороны, у него довольно слабая атака. Соответственно, это корабль, вот, которому не хватает. Вот за что ни возьмись, ему не хватает. Пушки эти авиационные, куда они стреляют, тоже слабо понятно. Ну, в этом бою оно как бы так демонстрировалось не очень. Вот. И вот в этом бою как раз-таки полностью Миссури и раскрывается. Вот его проблема в том, что у него ни дефа нормального, ни офа нормального. Ну, оф это offensive, как деф, defensive защита, оф offensive нападение. У него ни атакующего вооружения нормального, ни защиты нормальной. Ему за что ни возьмись, у него везде не хватает. Чего-то не хватает, не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. И в этом его проблема. Но что из плюсов? Ну, уж он линкор. У него все-таки есть пушки, из которых можно бахнуть. Что еще там из плюсов? Не знаю. Что еще добавить? Да, он может бахнуть. Ну, что вот еще вот по этому бою, что можно сказать из плюсов у него? Ну, альфа, да, какая-то там есть. Какая-то там альфа есть. Где-то там. Но это как бы вот и все. Вот по этому бою я больше ничего хорошего про него сказать не могу. На месте разворачивается. Отлично. Просто охренеть не встать, но есть одна проблемка. Кронштадт тоже на месте разворачивается. Но только Кронштадт, у него ПВО внятное. У него прокаст, это самое, ну как прокаст, залп, пушка плюс орешник выдают 230 в среднем. Плюс у него еще 2 плюс 2 ракеты можно сунуть какие-то. Ну, эти самые, там тоже идут эти ракеты-торпеды. Обычно я пихаю, потому что против подлодок другой защиты нет. Ну, здесь то же самое, здесь тоже нет. Но, как бы, там хотя бы атакующий потенциал и защита от воздуха. А здесь и оба поворачиваются на месте. Вот так. Как-то вот так. Вот бой получился как раз такой, чтобы именно раскрыть корабль как таковой, какой он есть. Вот этот бой, пересмотрите его еще раз пересмотрите. Пока ты рядом с командой, пока тебя поддерживают, ты что-то можешь. Как только ты один, ты сразу начинаешь страдать. Чуть только ты один. И вот в этом весь Миссури. Так. Миссури, Массачусетс. Ну да. А у нас Ришелье. И Висакхапатнам у нас тоже есть. Так что им кирдык уже сейчас. Прям вот сейчас. Так. Что мы делаем? Что мы делаем? Здесь у нас, конечно, ракетная позиция. Ну, попробуем под нее поджаться изначально. Посмотреть, какой будет разъезд. Опенмапов, я не знаю. Будут там опенмаповые? Ой.
Так, они нас обходят или нет? Здесь у нас пусто. Нет, там кто-то плавает, ползает. О, привет! Это, конечно, все-таки ракетная позиция, да, здесь как бы отстреливать. О, Нахимов! А Нахимову я бы долбанул, на самом-то деле. Он сейчас из своих граников будет мои торпеды сбивать, а я ему из пушек долбану. Ну, добрать, 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 добрать! Уйдет, гад, проклятый! Не ушел. Не ушел. Так, ну у нас инвизер завелся, который будет дристать из не пойми откуда. Да, я так понимаю. Что это такое? Ред! И где там? Блин, неправильно я его прочитал. Я думал, он развернется и пойдет вперед. Кинул ему наперед. А он назад свалил. Баттлборн. Так, у них тут оба линкора, да? Да, у них тут оба линкора. Сюда лучше не выходить. Там получится только, что и не унесет. Не, да. Тихо. На, держи. Вот так вот. 185 тысяч закинул. Не, он сейчас опять будет высовываться оттуда же. А Ришельен его даже не смотрит, да? Он бодается с этими двумя. Ну, правильно. Он на то и рассчитывал. Надо как бы отойти куда-нибудь, укрыться. Да, тут укроешься, конечно. Иди отсюда. А нафиг. Блин, этот плавает, тут что-то плавает куда-то, блин, круги нарезает. Они нас растаскивают, вот эти два мелких. Они нас просто растаскивают. Пока эти двое вон там ползают. Они будут стоять, просто нас подсвечивать, а эти будут отстреливать. То есть все наоборот будет. Не фрегаты будут светить, а линкоры стрелять. Будет наоборот, линкоры будут стоять здесь, подсвечивать нас, а фрегаты будут там накидывать издалека. Инвизеры. Треклятые. Ну вот он сейчас будет просто перебрасывать через остров. Или там вот выйдет вот здесь, будет здесь перебрасывать. Нашим эсминцам бы куда-нибудь метнуться сейчас, да забрать бы кого-нибудь из них. Они этого не делают. Пушки, развернитесь. Эх! 32 тысячи залетели. Мало? И нафиг отсюда. Не, ну вот все 0 внимания даже не. Вот просто 0 внимания. Он этим и пользуется. Его надо забрать. Не дайте ему играть вообще. Не дайте ему играть, и все. Нет, блин, они просто его отпускают, позволяют ему делать все, что угодно. Ну, он мне уже весь корабль сожрал. Тупо сожрал весь корабль. Вот этот вот балбес один мелкий, он мне сожрал весь корабль. Ну вот. Ну вот. Ошибся, все, минус. Вылез, поверил в себя. А сидел бы тихо там, не дрыгался, продолжал бы дристать. Так бы бой вытащил весь. Один причем. Второй с той стороны. Один оттуда, один отсюда. И раскидывают нас потихоньку. Погоди. Ты что делаешь? Он тоже линкор как бы. Он тебе тоже может тащить. А, не дальнего раскидывали. Ну, ладно. Давай тогда. Погнали. Так, кому-то из нас надо тормознуться. Вот, таран еще, блин. Еще таран давай. Таран, блин. Все равно выиграли. Блин, не ту кнопку нажал. Все равно, говорит, выиграли. Таран, блин. Жестоко таранится. Ну, я не успею стрелять. А нет, он встал. Он встал в дымы.
Перед двумя линкорами, господи, прости. Вы издеваетесь надо мной, что ли? Чел, ты что делаешь? Перед двумя линкорами встал дымы. Как вам объяснить? Ой. Ну, вы поняли, в общем. Мне ничего мне добавить. Ришелье вот стоял, молотился с ними. Молотился с ними, не смотрел ни направо, ни налево. Да, и вот этот вот один засранец туда залез. Что там был? 125-й, да, по-моему, был? Что там было? Горшков, ВБ, Сочувствие, 110-й. Ну, это вот 110-й, видимо, был. Забрался туда и просто откидывает, и откидывает, и откидывает, и откидывает. Хорошо другие обратили внимание на него, понимаете, и отработали. Этот вот прием, вы всегда будьте внимательны. Миникарта вам не просто так дана. Если вы видите, вот, что кто-то уходит куда-то, это значит, что вас будут растаскивать. Вы стоите, вот мы стоим, перед нами угол. За углом стоит противник. И вот они стоят, мы стоим. И вот у них кто-то, вы видите, куда-то там, куда-то поплыл, 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 поплыл. Сразу имейте в виду, вас будут растаскивать. Он будет заходить вам либо во фланг глубоко, там далеко где-то от вас будет за островком, либо вообще в тыл. И вы будете на два фронта тогда воевать. Это очень неудобно, пересмотрите бой, это предельно неудобно. Вы сразу раздражаться начинаете, нервничаете и так далее. А это мешает вам принимать тактически верные решения. Здесь он ошибся. Он ошибся, поверил в себя, вылез под линкор. Я не знаю, зачем он вылез под линкор. Он, видимо, думал, что я тоже стою и смотрю туда. Нет, я не буду туда смотреть, потому что туда контролит Ришелье, а перед нами Массачусетс и что там был второй? И Миссури, да. То есть Миссури, Массачусетс, Ришелье их контролят, как нефиг делать. Да, он все-таки Ришелье, это вам не Миссури и не Массачусетс. Вот, соответственно, я контролю фланг. Он высовывается, я ему даю. Да, фрегату я могу дать по рогам больно, потому что, ну, все-таки я типа как бы местами линкор. Вот. И если вы видите подобные маневры, сразу какие-то контрмеры смотрите. Я каких-то советов дать не могу, потому что это на разных картах будет выглядеть по-разному. Если у вас есть возможность, допустим, занять контрпозицию, то есть не давать ему выходить из-за острова и пулять, займите ее. Да, позицию на прикрытию своих товарищей. Если у вас достаточно быстрый маневренный корабль. Вот у меня, допустим, линкор, я вообще куда я оттуда денусь? Никуда. Все, что я могу сделать, это развернуть стволы и отработать вот этого вот растаскивающего. Того, который будет нас растаскивать в стороны, не будет давать нам играть. Вот. Их было, кстати, двое. Но второй, видите как, он залез в такую позицию, на которой он нас не видит постоянно. Вот у этого 110-го позиция была более грамотная. Он нас видит постоянно. Он выходит из островка, мы у него как на ладони, мы на открытой воде для него стоим. А вот второй, кто там был у них второй? Горшков, получается. Он стоял в проливе, и получается, ширина его обзора ограничена самим проливом. Нам достаточно в пролив не соваться, и он нас не видит вообще, он не может что сделать. Если бы он прошел еще дальше, как сделал его товарищ, но с другой стороны карты, и обошел бы нас, зашел бы в тыл, так, чтобы мы у него были на открытой воде, ой, блин, этот бой был бы слит. Он был бы просто слит к чертям. Нас светят два линкора на рентген, стоят и видят нас сквозь гору. И два этих самых фрегата просто закидывают нас торпедами, торпедами, торпедами. Ну, я с торпедами ничего не сделаю. Ришелье, да, он еще может. Но он Ришелье, извините. Вот. А я ничего, все, меня бы сожрали. Он меня и так почти сожрали. Если бы он ошибку не допустил и не выкатился бы зачем-то, я не знаю, зачем он это сделал. Может, он добрал Висакхапатнама, не знаю, проверьте там побои. Но ошибку он допустил, он выкатился и получил по лицу так, что унести не смог. Нельзя забывать тоже, что как бы, да, ты там занял позицию, тебе хорошо, им плохо, но увлекаться и верить в себя чересчур, это неправильная затея. Вот. Ну и что касаемо Миссури. Ну, да, опять вот только поддержка. Только поддержка, огневая поддержка, огневая поддержка. Больше ничего. Стоим, стреляем. Стоим, стреляем. Даже плавать толком стрелять мы не можем. Ришелье пошел, я пошел за ним. Он вливает, я вливаю дополнительно, и корабль вражеский сдувается. Ну и все. Больше ничего. Больше ничего. Метнуться, допустим, куда-то там на перехват этого самого вот того же 110-го. Ну, куда я метнусь? Это линкор. От торпед отбиться тоже не отобьешь. Ты уж получать по рогам. А в ответ, ну, в ответ сколько выдашь, столько выдашь.
Ни дальше, ни больше. Была бы это подлодка, например, ну и все. Это был бы привет. Может, он и играл до этого на подлодке, поэтому так и вылез, как бы, ну, увлекся и вылез. Вот. То есть Миссури все еще только в команде, только в сопровождении товарищей, чего-то где-то там могет. Все стреляют, он вливает. Проблема в том, что... Одна из проблем в том, что другие корабли тоже так могут. Будь на моем месте Ямато Аегис, он бы тоже мог так же делать. Все то же самое он мог бы сделать. Но он бы отбился от торпед раз, ему плевать вообще было бы на этого растаскивателя. Он спокойно снес бы эти торпеды ему. А во-вторых, если бы, предположим, что у противников был бы такой же состав по линкорам, то в самом начале боя можно было бы вдвоем выходить. Ришелье плюс Аегис просто вышли бы на них и сдули бы просто их, как будто, я не знаю, как пенку с молока. Как будто их вообще и не существовало никогда. Потому что у них просто урона больше. Вот. А Миссури нет, Миссури так не может. Вот. Того не может, этого не может, здесь не может, там не может, сям не может. Вот такой вот бой. Что еще сказать? Ну, в принципе, все. Если вопросы возникнут, сами напишите. Вот такие вот бои получились. И это я подобрал еще такие, ну, как бы, самые, что ни на есть, так сказать, понятные. Когда что-то понятно, что-то в них видно. Есть, понимаете, тут такие бои, когда неважно, на каком корабле ты зашел, потому что союзники твои играют так, что, ну, в принципе, непонятно, как они вообще запустили игру и при этом не покалечились. Да? То есть там минута боя, ты один остался. Ну, какая разница, на каком корабле ты играешь? Все в бою и так понятно. Поэтому я подбираю такие, в которых, ну, как-то что-то, я вот что-то делаю, что-то кто-то еще делает, есть возможность сравнить, посмотреть и вот увидеть, так сказать, реальности. А реальности у нас какие? Мы их сейчас вот подведем в виде итогов, эти самые реальности. А реальности такие, что кораблику не хватает альфы, не хватает ДПМа, не хватает ПВО, не хватает противолодочной обороны, не хватает подвижности. И, в принципе, это корабль, которому не хватает. Ему, в принципе, не хватает. Ничего ему не хватает. Куда ни посмотри, ему что-то не хватает. Даже вот Ямато, да, который вроде более еще примитивный, у него ни ракет нету, ни ПВО нормального, ни черта. Но у него есть залп на 250 тысяч. С учетом того, что у кораблей класса фрегат на третьем тире в районе 400 тысяч хп где-то, да, конечно, там есть чутка пожирнее, так это пол-лица. Это даже крейсеру пол-лица может оторвать, по сути. Фрегату это еще больше, чем пол-лица оторвет, понимаете, одним залпом. То есть за Ямато можно уже добирать, что называется. А здесь надо сделать, я не знаю, сколько залпов, чтобы корабль, ну, реально серьезно так просел в ХП. Причем у Ямато, видите как, у него два ПМК. Два противоминных калибра, которыми он грызет, грызет, грызет и не дает тебе использовать эту твою хилку. Он ее обнуляет как бы все время. Здесь как бы ее обнулять-то толком и нечем. Поэтому корабль, вот самое, что о нем можно сказать, это корабль, которому не хватает. Просто не хватает. Кстати, его апнули, вы в курсе, да? Он теперь на месте поворачиваться может. Охрененный ап. Это, наверное, намек на то, чтобы ты в начале боя развернулся, ты же можешь на месте разворачиваться, и дал дёру с карты сразу же куда-нибудь в другой бой. Потому что, ну, другого объяснения этому я не вижу. Можно ли на этом корабле играть? Да, можно. Как на нем играть? С кем-то. Все время держитесь с кем-то рядом, держитесь рядом с командой и помогайте, 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 помогайте. Это все, что вы можете делать. Только помогать. Как только вы пытаетесь выйти первым номером, вам сразу же крышка, вас сложат и просто фамилии не спросят. Подлодки — это все, смерть бы сразу же на месте. Держитесь подальше от нее, там, среди своих кораблей, у которых есть гранатометы, и вот кидайте в нее свои ракеты-торпеды. Ну, если вы что-то другое поставите, ну, я тогда не знаю, что вы с подлодкой будете делать. Смотреть на нее грустным взглядом? Или попытаетесь ее пробить нецензурной лексикой? Ну, не сработает. Я пробовал, кстати, действительно не работает. Так что, кроме как на вторых ролях где-то помогать, подавать снаряды, там, вот это вот в таком стиле, по-другому на этом корабле вы не сыграете. И да, пожалуйста, не берите его в ранге. Да, вы можете подставить свою команду, потому что в рангах нужен именно корабль, который может сам по себе чего-нибудь.
Этот корабль не может ничего, потому что... Правильно, потому что ему не хватает. За что ни возьмись, ему чего-то не хватает. Вот такой вот грустный, печальный кораблик, который в данный момент можно охарактеризовать как пыльный хлам. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.